Друзья, всем привет! Мы вас всех приветствуем в нашем новом выпуске. Сегодня вы увидите продолжение истории про многодетного Петра и его дочерей, которые все вам полюбились. Это заключительный выпуск, 4-й наш из поездки в Москву. Кто не видел прошлые выпуски «Историю Петра», мы оставим все ссылки в описании. И хотелось бы вам буквально рассказать немного про то, что происходило за эти 4 дня. Девочки впервые полетели на самолете, испытали эти эмоции. Мы сходили на Красную площадь, где Василий нам провел экскурсию, рассказал все подробности про Москву, как она строилась, как она образовывалась. За эти дни мы успели съездить, посмотреть как раз, как живет Василий, показать девочкам абсолютно разную жизнь, что бывает в случае, что люди живут совсем плохо, за гранью бедности. Потом, как жизнь этих людей улучшается. Мы посетили приют для животных. Лида сама проявила инициативу покормить и помочь бездомным животным. Вы это тоже можете посмотреть на нашем канале. И сегодня это будет такой очень насыщенный выпуск, эмоциональный. Мы посетим абсолютно все, можно сказать, основные значимые места Москвы. Это будет и Москва-Сити, и Обзорная, и различные парки. На самом деле мы были в очень многих местах. Из-за хронометража у нас все не получилось это уместить. Часть мы выложим в нашем инстаграме. И что самое главное, я хочу, чтобы эта поездка девочкам запомнилась на всю свою жизнь, чтобы они вспоминали эти дни и всегда стремились к лучшему, ставили себе высокие цели и их достигали. Не будем больше затягивать. И прямо сейчас мы начинаем. Приятного вам просмотра. Привет, девчонки! Как спалось? Нормально. Петр Петрович, доброе утро. Ну что, как сегодня настрой? Сегодня очень классно. Сегодня мы едем на Обзорную. Мы поднимемся на 60-й этаж Москва-Сити. Помните, вы смотрели на небоскребы? Да. И мы вот сегодня будем туда наверх подниматься. Как думаете, у вас будет голова кружиться, когда будете подниматься в лифте на такой этаж? Да. А когда сверху вниз будете смотреть, Ксюша, у тебя будет паника? Сегодня у нас еще будет встреча с подписчиками. Так что сегодня будет насыщение. И может быть, если мы успеем, то дядя Дима отведет вас. Помните про то место, о котором он говорил? Классно? Да. Мы тут узнали, что недалеко от нас есть, получается, жилмассив, на котором есть животные, пруд с уточками. Мы решили тоже девочка, там будет, можно сказать, еще такое разнообразие. И тут вроде бы есть верблюд и еще кто-то. Вон там лама. Ничего себе. Иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Бананом верблюда приводили. Смотри, прибежал. Он аж счастливый, радостный бежит к нам. Девочки, берите, открывайте. Давайте. Какой он большой. Любит бананы, да? Да. Любишь? Видишь, он как спокойно берет, он даже это не задеет тебя. Да. Видишь, он аккуратненько берет. Да, аккуратно. Можно я? Видела хоть раз верблюда? Нет. Ни разу не видела? А как он прибежал, когда мы перед ним бананами помахали? А нежно не говори. Он прям побежал. Да, он несется. Покормили верблюда. В центре Москвы можно верблюда увидеть. Покормить, да? Вообще, Москва, конечно, она разная. Кстати, мы знали, зовут Тамара. Енот-полоскун, енот-сиянин. Вообще енотом можно орехами, виноградом, ягодами, кусочками яблока и банана, креветками даже. Жилище енот устраивает в дуплах, заброшенных норах, активен вступлением сумерек. Енот часы проводит в логове. А, вон он тебя, а я туда дальше смотрю. Вот она, кажется, рядышком висит. А сейчас мы идем к уточкам. Тут и голуби подоспели. У меня все. Смотри, утки вышли на берег. Я утка в районе, ва. Они настолько здесь ручные в жилмассиве, что они даже с берега не стесняются выходить. Я думаю, девочки, надо тут никого не обижать. И голубей тоже покормить. Пусть тоже кушают. Ну-ка, а если целую кинуть? Нифига
Утащил, да? Смотри, они утаскивают сразу, если целые кидаешь. Взял побольше кусок, все, и утащил. Казалось бы, да, просто относительно обычное мероприятие, вот так покормить животных, а сколько оно эмоций и всяких разных воспоминаний приносит, это, конечно, ни с чем не сравнится. У них вон даже там свой домик какой-то есть, либо что там. Такую палочку, типа палочки. Спасательная операция. Юля достала пакет. Молодец. Покормили уточек, девочки тоже провели такой интересный досуг, тоже разнообразие по Москве. И сейчас мы отправляемся, встречаем Диму, едем на встречу с подписчиками. Доброе утро, да. Привет. Да. А знаешь, что мы делали? Что делать? Мы кормили ламу, уток и верблюда. Вот это да, я только проснулся, а мы уже столько дел сделали. Развлечения. Так, ну что, едем? Да, все, Поехали. отправляемся на встречу. Заодно там погуляем. Девочки, может, какие-то аттракционы сходят, в общем, посмотрим. Друзья, совсем скоро грядут большие праздники. И думаю, многие из вас задумывались, как быстро, безопасно, а главное выгодно купить подарки себе, своим близким и друзьям. Особенно сейчас у всех на слуху самая громкая распродажа года AliExpress 11.11. С тысячами классных товаров и выгодными скидками. Я уже немного присматриваюсь к различным товарам, добавляю их в корзину или сохраняю в избранное, чтобы 11-го быстро их найти и купить. Недавно я узнал, как еще выгоднее можно провести этот день и скачал отличный сервис по возврату кэшбэка Мегабонус, у которого как раз таки активирован возврат повышенного кэшбэка на период распродажи. И если бы раньше вы могли вернуть 100 рублей, то сейчас это 500 рублей. Это в 5 раз больше. Как это работает и что делать, наверняка вам будет интересно это узнать. С момента, как вы смотрите этот ролик, до 11 ноября вы выбираете товары на Али, сравниваете их, добавляете в корзину, а уже при старте распродажи оплачиваете их и получаете повышенный кэшбэк от Мегабонус. Также я установил и браузерное расширение, и приложение Мегабонус. Там всегда много полезной информации, а еще это удобно, чтобы отслеживать товары сразу с нескольких платформ. Не пустите выгоду, регистрируйтесь в Мегабонус и экономьте на покупках. Промокод на повышенный кэшбэк активируется автоматически по ссылке и дает плюс 2 уровня к лояльности на 14 дней. Переходите по ссылке в описании. Смотрите, слева университет. Слева. Это большой такой университет. Да. И что, мы там будем учиться? Если Захотите, хорошо будете учиться, то можете туда и поступите. Видишь, как красиво везде сделано. Цветы везде, все это, озеленение хорошее сделано. Сейчас вот там вот будет видно вся Москва. Москва, сказал, и тут один туман. И вон там Москва-Сити, вон видите, огромные небоскребы. В небо уходят. Идет небольшой дождь, то мы сейчас хотя бы, чтобы девочки побывали на обзорной, чтобы посмотреть на Москву. Там у нас находится МГУ. Ну, тоже такие прикольные, красивые виды, знаковые места столицы нашей. Интересно посмотреть-то в бинокли на Москву издалека. Бинокли? Да, там бинокли стоят. Что-то манта? Вон, видишь, голубенькие? Да. Сейчас будете по очереди смотреть. Как круто. Маленькие мостиком. Вообще красота. О, девочки, вставайте сюда на нее и по очереди смотрите на Москва-Сити. А вот домик огромный. Там 100 этажей. 100? В общем, друзья, вон там вот Москва-Сити находится. Это Лужники, стадион. Ну и, соответственно, Москва. Такой район, заставленный крупными домами. Прикольно смотрится. Было бы круто бы здесь вам учиться, Ага. в этом университете. Хотели бы? Да. Игрули, хулиганки. Едем на следующую точку. Мы
приехали к парку Горького. Здесь центральный вход. У нас потихонечку собираются люди. Уже вот пришли ребята, наши с Димой подписчики. Все фотографируются, делаем фотографии на память. Сейчас пойдем погуляем, попьем чай. Воспоминания останутся в Москве. Встречи ни разу не устраивали. Прикольно. Подписывайтесь на канал Игорь Лёдов! Кто смог прийти, вам еще раз всем большое спасибо. Те, кого не получилось, там в других городах, понятное дело, что сложно было так собраться. Чай, кофе сделали, чтобы все согрелись, как-то было так потеплее. Фонтан, смотрите, какой красивый здесь. И в принципе, прям, конечно, очень красиво. Много зелени, за всем ухаживают. Дай бог, чтобы во всех городах России так было в ближайшем будущем, там, не знаю, лет за 10. Что все преображалось и становилось только лучше. Это у них вторая сахарная вата в жизни. Серьезно? Да. Я скажу, нормально, удачно Интересно прошло. было? Интересно, да. Что? Тем более узнать даже не то, что там, ну, смотришь по инстаграме, а здесь уже видишь, это, кто такой человек, Да. который был подписался, который это помогал. Насколько вот это, ну, необычное Необычно, чувство. необычно. Девочки, как вам? Мне очень все понравилось. Представляете, они, грубо говоря, вы их не знаете, они вас знают, за вас переживают, вас поддерживают. Насколько это вот такое чувство. В общем, прям мне очень было приятно. Спасибо всем, кто пришел, кто еще посмотрит выпуск. А сейчас мы отправляемся. Вон там вот виднеются высотки в тумане. И мы сейчас отправляемся туда. Петрович, ну как вам Это здание? вообще, блин, здание высоченное, нахуй. Сколько интересных этажей в нем. Мы сейчас, наверное, будем ехать в лифте, уши будут закладывать, как в самолете. Разве? Да, Ну, не раз. Ну, поезд высоко. проверим. очень. Все же под стекло сделано, все стеклянное. Смотри, Ксюш, вверх. Обалдеть! Вот это домина! Юль, ну как, чувствуешь себя маленькой-маленькой? Да. Прям вообще маленькой. Пойдемте. Сейчас мы будем подниматься на 85-й этаж. Вы себе просто представьте, насколько это высоко. Девочки, я думаю, вы обалдеют вообще от такой высоты. Девочки, давайте рассасывайте конфеты. Сейчас будет уши закладывать. Меня уже уши заложило. У тебя? То есть мы едем на самый высокий. Выше только Лимон. Не, ну еще на таких этажах не был. Так и я сам тоже не был ни разу так высоко. Оп. О, какой ветер тут. Оп. Там внизу смотришь, что те дома кажутся высокие, но отсюда смотришь, они как коробки смотрятся. Юль, видела когда-нибудь так высоко? Нет. А? Страшно. Страшно? Посмотрели? Как вам Москва? Я уже все конфет съела. Как Москва? Офигенно. Ксюш, подходи к краю. Смотрели, там какие маленькие козявочки эти маршрутки. Ну как, Ксюша? Я очень помню. Ваша голова кружится вообще. Смотрите, какие машины маленькие. Здание пошатывается немного. Юля, не страшно? Вы даже смотрите, вон те здания, они, ну, очень высокие. Очень.
Да. И мы еще выше. Мы в самой высокой точке находимся в Европе. Просто вообще... Но ниже самолета. Ну да. Не, а самолет, когда садится, он на этой высоте пролетает. Вот эти виды, которые девочка видели, они запомнят точно на всю жизнь, будут вспоминать. Может быть, они даже сейчас еще до конца не осознают вот те события, что с ними происходили за эти дни. Конечно, что-то они понимают, что-то нет, но воспоминания и эмоции у них точно останутся навсегда. Девочки, может, попозже осознают, насколько это Ну да, крутые в места. принципе, это верно, потому что они еще не понимают того, что это, что взрослый понимает. Машина из дерева, видели? Гараж особого назначения. Ну да, это наши. Аурус. Такая крупная прям. Мы открылись. Музей гараж особого назначения ФСО России. Истребители стоят. Вертолеты. Ты, Петрович, видели заходить? такие? Заходите вот здесь. Так, здесь музей транспорта находится. Здесь музей космос. Здесь там всякие космические. И вот здесь вот парк аттракционов ВАР какой-то. В общем, здесь тоже очень много выставок находится. Пойдем сейчас сюда. Там такие более развлекательные. Девочкам как раз, чтобы их им настроение поднять. Это все равно холодно, такая пасмурная погода. Сейчас немного их поразвлекаем. Хотите туда? Да, в шарике попрыгать. Что, идем туда? Да. Вот какое-то развлечение. Уводим девочек, они смотрят достопримечательности. Сейчас хоть немножечко развлечемся. Тут есть вон дом великана, ленточный лабиринт, побег из тюрьмы, пей посуду, зеркальный, перевернутый город, комната страха, стеклянный, сухой бассейн, музей иллюзий и внутри человека. То есть все в одном, можно сказать. О, здесь все большое. Смотри, Лида. Украшения огромные. Ксюша полезла на стол. Так вот в комнате в такой кажешься вообще маленьким. На фоне весов как будто ты лилипут какой-то. Вас что, готовят? Девочки носятся из одного места в другое, по всем экспонатам лазят, делают фотографии на память. Так, я думаю, ладно, здесь мы закончили, пойдем сейчас в другое место. Так, мы зашли в рот, здесь язык. Все отпечатки языка уникальны написано. У мальчиков на языке вкусовых рецепторов намного меньше, чем у девочек. То есть у вас больше вкусовых рецепторов. Человек глотает около 295 раз во время приема пищи. Самый сильный мускул человека тела – язык. Это все интересно, так это еще и Вау, это что такое? еще и познавательно. Но он вспомнит 50 тысяч различных ароматов. Мужчина от рождения обоняние развито лучше, чем у мужчин. Вот так выглядит ваш глаз внутри. У вас голубые глаза, значит вы более чувствительны к боли в сравнении с теми, кто имеет другой цвет глаз. Интересно было? Да, Ой, ты чё? изучили про это. Познавательно? Да. Давайте, раз, два, три.
Здесь прям такая тишина и никого нету. Где девочки? Вылезли. Хоть где-то девочки свою энергию выпустят. Ого. Вот это вы запыхались. Я хочу еще. Сейчас погуляем, если время останется. Придем. Наигрались, так нарезвились. Круто. Боишься комнату страха? Насколько сильно по Потому что десятибалльной они шкале? сказали, что там могут резкие движения быть сильно страшно. Ксюш, И нет ни по у кого- десятибалльной насколько боишься? И нет ли у кого проблемы с сердцем? Юль, боишься? Смотрите. Кто первый, хочешь пойти? Не я. Нет. Иди сюда. Ой, очень страшно там было. Вцепилась в кофе. Но вцепилась там в шкафчик и отпускалась. Микро, держи. Ускоряем, 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 сейчас он загонит нас. Да тут никого нету. Все, руки трясутся. Меня чуть назад не утащило. Чуть обратно не В обратную сторону. Первый раз были в комнате страха? Да. Да как они там пищали, визжали нам. Ну, в основном, как в шарах купались. Я думаю, для них впечатление было больше вот эти шары и вот эта последняя комната страха. Да. Когда заходили, мы спрашивали, есть ли там актеры, ну, чтобы, которые могут пугать. Они сказали, нет, никого нет. Я спокойно ходил, я убегал специально от девочек, чтобы они самостоятельно проходили, они за нас не прятались. Убегал где-то, их тоже пугал, и потом тоже захожу в комнату, хочу встать там, где есть пила, а меня просто пугают, там за ногу этой пилой задевают, и тоже убегаю, потом девочки тоже испугались. Прикольно было, мне тоже очень понравилось. Мы отправляемся в наше следующее место. Так, Дима ну, сейчас Саш, ты хочет можешь свозить водить девочек если в метро сюда Кидзанию. Это подходит, какое-то сиди, такое это. супер крутое место, Дима. Так все хвалит его. Ну, это- приедем сейчас посмотрим. Так. Алло, Наталья, здравствуйте. Вас только не видно. Да я на улице. Я нечаянно вам нажала на телефон. А, вы нечаянно? Как у вас дела? Да хорошо. Ждем. Мы сейчас были на самой высокой башне Европы. Там целых 84 этажа. Москва-Сити, да. Нравилось? Понравилось? Да, очень, прям очень. Так что завтра они уже прилетают в Новосибирск. Да я знаю, созвонимся. Да, созвонитесь. Ну, ясно. Ладно, Наталья, все, тогда мы с вами еще в ближайшем будущем увидимся. Ну давайте, Все. счастливо. Ага, до свидания. Но вы сейчас каждый день созваниваетесь же? Да. Да? Общаетесь? Ну, здорово. Круто. Там можно отучиться на права. Прям там ты можешь сесть на машину, поехать на машине. Там можно освоить профессию радиоведущего, телеведущего. Прям там же все это снимают, монтируют, все это вставляют в эфир. То есть там целый город под крышей, такой целый здоровый город. Там можно устроиться, поработать пожарным, тушить пожар. Можно устроиться полицейским. Там есть свои паспорта, есть свои документы. Можно пойти в модельное агентство, стать моделью. Там, то есть Ну это ж долго, это ж за день не это сделаешь. да, там очень много всего, и получается, там есть свои паспорта, то есть есть свои визовые центры, там есть свои деньги. То есть ты получаешь за то, что ты что-то... Можно еще на машинах кататься. А полицейские могут арестовать и в тюрьму посадить, например. Кстати, да. И если, например, Игорь чем-то не понравится, если Юля станет полицейским, она может тебя арестовать и посадить в тюрьму, там, по-моему, на 20 минут, что ли, ты будешь сидеть в тюрьме, да. Получаешь деньги, есть свой магазин, где ты можешь только за эти деньги, которые заработал, там купить. Потом там можно освоить профессию пилота даже, то есть побыть пилотом самолета, вертолета. Можно стать поваром. В Москве такой центр, он один всего. И в России, кстати. Ну да, я вот сам, у нас в Новосибирске такого нету, насколько я знаю. И мне самому прям очень-очень интересно посмотреть, что же там будет внутри и чем там будут заниматься девочки. Заходим? Готовы? Ну пойдемте.
Да. А сейчас куда? Не знаю. Вон там сидит Ксюша. Что-то они с париками тут делают. Она проходит мастер по прическам. Называется у нее профессия. Ну, расскажет потом. Там вот девочки что-то заплетают, сидят рядом соседи. И Ксюша там что-то делает. Нам сначала показывали мультик, мы его посмотрели, какой должен быть полицейский. Потом нас отправили на задание, сначала раздали, я была капитаном, Юля, не знаю, кем она там была. И потом мы пошли на задание, мы все сделали, пришли, отдали все, нам сказали молодцы, нам начислили деньги на эту карточку и сказали идите на другую профессию. Нет, ну понравилось? Да. Интересно? Да. Куда ходил? У тебя там что было? Прическу делать? То есть, ну, в смысле, вам говорили, как заплетать, что делать? Нет, это просто придумать прическу и название прически. Какое ты дала название? Шестик. Интересно. Так, ну сейчас вот девочки пойдут работать журналистом. На самом деле я рад, что вы приехали в Москву. Я рад, что вы посмотрели немного Москвы. И уверен, что вот эта поездка для вас станет очень значимой в вашей жизни. Именно благодаря этой поездке вы поставите большие цели в своей жизни и многого добьетесь. Я уверен, что мы с вами еще увидимся. Поэтому давайте учитесь хорошо. Будете учиться хорошо, может быть, мы вам что-нибудь еще интересное организуем. Слушайте папу, слушайте дядю Игоря. Готовы работать на СТС? Да. Отлично, тогда проходим. Входим и строимся в очередь, чтобы я вас устроила на работу. Как ты относишься к своим фанатам? Хорошо. Какое твое настоящее имя? Ксюша. На этом наши вопросы закончились. Спасибо за интервью. Я балдею над юбкой. Один, когда вообще юбки не любит таскать, а здесь юбку одела. Да. А, не любят юбки? Дома в школу, блядь, не заставишь ее юбку одеть. Ну что, мы пришли здесь в их местную миграционную службу. Здесь они сдают, получается, бейджики, паспорта, вот эти браслеты, сдают карты и уходят. На самом деле, я так понял, вот это место, оно больше именно совсем для маленьких возрастов, то, наверное, ну, как по мне, лет до 10, наверное, максимум. А так это 4, 5, 6 девочкам, конечно, может быть и было интересно, но не настолько полезно. Конечно, профессий очень много, они все разные, но там, можно сказать, это все в такой в игривой форме, и как по факту такого-то ничего полезного не получаешь. Но дети это все запоминают, и потом в будущем, возможно, они могут определиться и понять, чем они хотят заниматься. Место прикольное, и вот с детьми там до 8-9 лет обязательно, я думаю, сходите, им очень должно понравиться. У нас сейчас приехал подписчик, и девочкам хочет кое-что подарить.
Здравствуйте. Привет. Игорь. Илья. Здрасте, привет. И поэтому как бы здрасте. Здесь хочу вам вот подарить экшн-камеру. Будете снимать. Она и можете потом Экшн-камера. Игорю все Как это у дело нас. отправлять. Но это попроще, чем у ребят, но с этим разберетесь, и в принципе я думаю, что все будет хорошо. Здесь хорошее будет, ну как бы все равно относительно разрешения и все. Также можно и под водой, ну что угодно, короче, делать. К ней, короче, есть поплавок. То есть можно Чтобы не одевать, утонула. чтобы она не утонула и удобнее было носить. Флешку на 64 гигабайта туда воткнете, я думаю, вам в принципе снимать. Взял еще это вам на голову, короче, крепишь. Здесь есть вот бокс подводный, площадочки, на велосипед можно ставить, просто О, рамка. улитый Ну, всё. велосипед есть. Можно снимать, Разные то есть как бы крепежи. радоваться. И, ну, опять же, встроенный Wi-Fi, также можно все передавать и на Круто. телефон, ну куда угодно. Там можно что-то смотреть, наверное, то, Конечно. что отсняли, монтировать. Спасибо. Она еще может, Видали, пожалуйста, девчонки, какие подарки? еще может как Круто. видеорегистратор работать. То есть Спасибо всё есть. огромное. Да не за что. Большое спасибо. Да не за что. Вам удачно долететь, чтобы все было супер. Слушайтесь папу, папа молодец. Если что, всегда рад. Что будете снимать первым делом? Самолетик. Если еще узнаем как. Да, ну Сейчас разберетесь, разберетесь время есть. Узнаете, как снимать, как Еще раз прилетели, как большое прилетели. спасибо. Очень приятно, Да что не за вот что. так вот такие подарки делаете. Круто. Петр Петрович, вам сразу на дорогу, А, чтобы там, может, перекусить купить в аэропорту, Ну, да. билеты Ну, да, купить, билеты, чтобы да. до деревни доехать, чтобы все хватило, чтобы мы Да. были уже спокойны. Такси на 5:30 мы вызываем. Что сюда подъедет, а? Да, чтобы вы пораньше выехали, спокойно доехали. Ну да. А билет там У вас же? электронные билеты, просто паспорта даете на стойке регистрации. Номер рейса я вам скину. А, вот номер рейса, да. Да. Мне надо. Вы на экране просто смотрите Да, это номер рейса. Там регистрация. и иду на показана стойка регистрацию. регистрации. Да. Да. Наверное, Да. 4 дня как быстро, медленно пролетели. Или наоборот, как будто прошла маленькая жизнь. Да, впечатлила сильно Москва. Во-первых, это после первого перелета на Красную площадь, когда приехали, маленечко, как говорится, в ушах звон стоял. чуть-чуть. Но это Ну, уставшие все равно немного впечатление были. было очень сильно хорошее. И вот эти дни пролетели быстро, даже хотелось бы, говорится, еще много чего посмотреть, но хотя бы это посмотрел, то, что мне побывало в этой самой в Москве, у меня эмоции даже зашкаливают, Да. если честно сказать. Вы все Посмотрел, фотографии там кучу наделали. Мимо, да, некоторые проезжали объекты мимо достопримечательности Москвы. Да так это раз вспоминал. Было интересно, что И- когда-то вы интересно, видели я это в книге читал, а здесь уже Да. своими глазами все это вижу. или где-то. по телевизору, Ну, где-то в да, фильмах ну, мелькало. да. А тут живую Ну, а всё здесь это все видишь. вживую. Да, действительно, очень. Я рад, то, что это с помощью вот вашего канала, тебя, вот, Игорь, а также подписчиков твоих, за то, что мы съездили сюда, в Москву, посмотрели Москву. Я благодарен и рад. Да, здесь Большое. на самом деле Диме большое спасибо, что И Дима Дима, да. оплатил Ну, я билеты говорю, и тоже нам я- очень много ну, помогал здесь. Да. А без Димы как? Мы приехали, он нас сразу встретил, Дима, расположили хорошо, и Да, Дима квартиру Да. снял на эти дни. отдельную квартиру снял для меня и моих детей, то есть, ну, для семьи снял. Я не ожидал Хорошая такого. поездка получилась. Хорошая. Для меня, я лично, это, по своему мнению, с точки зрения моей, это Оценили в очень, общем. очень сильно хороший, и я ее, наверное, никогда не забуду. Если, как говорится, будет возможность съездить еще раз в Москву, только Да. уже, ну, как говорится, самостоятельно, все такое, просто посмотреть еще раз, посмотреть, отдохнуть, я с удовольствием поеду. Как слов не нахожу, чтобы, ну, сказать, то есть это Воодушевило. воодушевило так, что доволен, даже очень. Выводы Мы так быстро какие-то. полетели, что я не успела оглянуться. Не, Как уже не успела проснулась, уже понять. всё, в субботу. Но мне все понравилось с первого дня, когда мы ходили на Красную площадь. Нам Василий рассказывал про нее много чего, про Красную площадь. Мне очень понравилась Москва. Очень. Хотела бы жить Да. здесь? А какие, может быть, выводы для себя сделала? Пока еще все не сделала. Пока не сделала. Спасибо подписчикам и дяде Игорю и дяде Диме, то, что они помогли нас возить в Москву, чтобы мы там повидали Красную площадь, увидели много-много чего-нибудь. Спасибо всем. Спасибо всем подписчикам. Вот такие были эти 4 дня, они были разными, и Москва была разная, была плохая погода, была хорошая погода, девочки тоже, у них то было настроение, то его не было, думаю, вы сами это все видели. Я думаю, очень много вещей
они воспримут и перенесут, да, на свою будущую жизнь чуть попозже. Сейчас они все равно, они еще дети. Нам очень хочется, чтобы они в своей жизни ставили себе цели, их достигали, и чтобы всю жизнь у них было хорошо. А эта поездка была неким семечком, да, которое мы в них зародим, что жизнь, она бывает абсолютно разной, что она бывает и хорошей, и плохой. И вот на примере всех тех выпусков, что у нас были, чтобы они не только жили в деревне и думали, что вот жизнь, она дальше ее нету. Вот благодаря вот этой поездке, благодаря тому, что люди нам помогают, чтобы у них вот в жизни, в общем, все было хорошо. Я думаю, в общем, вы и так все поняли, надеюсь, у нас получилось вам это передать. Друзья, это к вам большая просьба, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, мы вам будем очень рады, благодарны. Подписывайтесь на наш инстаграм. Спасибо, дядя Игорь. Увидимся с вами, друзья, через неделю. Всем пока.